Друзья, всем южнокорейский привет! Всем привет! Вы на канале Victory Vlog. Мы находимся в Сеуле. Сегодня посмотрим на русский квартал. Также прогуляемся по рынку, попробуем местной еды и побываем в самом маленьком королевском дворце. Мы заселились в отель Шина. Сначала мы выбрали другой отель, но приехали туда и сказали, что мест, к сожалению, нет. Мы перепутали бронирование и порекомендовали нам этот отель. И переселили нас сюда быстро. Из важного. Здесь есть окно. Отлично работает горячая вода и так далее. Из минусов это, конечно же, стоимость, потому что хоть она и дешевая, для обычного русского человека это не очень дешево, 3000 рублей в сутки. И сейчас я вам покажу, какие услуги предоставляет за данную стоимость. Так, сейчас мы ждем лифт. Лифт очень долгий, но ничего не поделать, нужно ждать. Внутри все написано на русском языке. Я так понимаю, что данное жилье еще бронируют на длительное время. Ну ничего, мы дождемся. Двуспальная кровать. Кондиционер, который мы не включаем, потому что на улице прохладно, и в комнате приятная и комфортная температура. Дальше у нас есть столик, тумбочка. К сожалению, нет никаких полочек или шкафа, чтобы положить наши вещи, поэтому все у нас в чемодане и в рюкзаке. Есть зеркало, что удобно, очень много розеток. Также нам положили щетку, какие-то здесь косметические средства, которые мы также не открывали. Есть фен, телевизор, несколько вешалок для одежды. И еще одна интересная штука, которую хотела вам показать. Мы подумали, что вот эта аптечка, но в реальности это трос. При пожарной тревоге предполагается, что вы должны взять этот трос и спуститься через окно. Так, и давайте покажу. Вот это регулятор света, удобный. Пройдем в душевую. Ну, все стандартно. Унитаз, отлично работает горячая вода. Тоже есть шампунь, гель для душа. Поэтому в целом здесь комфортно, но немножко дороговато. Пришло время посмотреть на тот самый русский район. Вот мы выходим из нашего отеля и отправляемся прямо по улочке. Рядом с нашим отелем находится Фортуна ресторан. Здесь узбекско-русские блюда, есть много пирожных, эклерчики, картошка. Все написано на русском, и даже, представляете, здесь есть айран. Тут и заварные трубочки, и медовик, и айран можно попробовать. У них богатое меню. И цены, кстати, у них пониже, чем в любом барбекю-ресторане в Корее. Вот, смотрите, видите, даже есть суп гороховый, борщ за 9000 местных вон. Пойдемте дальше. Напротив, кстати, есть их же магазин Фортуна Food Market. Там колбасы можно купить, всякие маринады, огурцы, помидоры, пирожки. В общем, такой у нас райончик интересный. Да, добро пожаловать на Брайтон-Бич в Южной Корее. Вот так идешь, и можно купить тандырную лепешку, прямо как в Узбекистане или в России. Какие они аппетитные здесь. Вообще в этом районе живет большая община выходцев из бывшего Союза. Когда-то в начале 90-х сюда приехали дальневосточные корейцы, после чего подтянулись люди из Владивостока и Хабаровска в 90-х. Ну а дальше уже, на самом деле, сюда приехало много узбеков, киргизов, монголов, казахов. Поэтому сейчас этот район скорее даже не русский, потому что здесь большинство все-таки скорее с Узбекистана людей. Поэтому можно встретить много кафе с названием Самарканд, который мы вам еще покажем. Здесь уже начинаются вывески, магазинчики различные на русском языке. Так, потихоньку возвращаемся в 90-е. Вот и надписи «Самарканд». Как я уже говорил,
В основном здесь узбеки и киргизы проживают в нынешнее время. Почта, самса. Сейчас мы проходим популярное кафе, оно называется Star Samarkand. Мы, надо признаться, туда уже заходили, ужинали вкусно. Кстати, надо сказать, что в эти кафе русско-узбекские заходят не только как наши, да, наши соотечественники бывшего Союза, но еще и сами корейцы. И корейцы, и индусы там встречаются. То есть достаточно популярное место. Да, а сегодня закрыт еще один магазинчик, еще одна кафешка, называется Russian Cake. Там вкусная пекарня, можно полакомиться блинчиками. Блинчики с мясом, с творогом. Различные есть, и медовик тоже, и Наполеон, и безе, в общем, здорово. По пути встретился еще магазин медовик, мы сюда ни разу не заходили. О, здесь есть чебуреки, пирожки с капустой, самса, мелеши. Но цены, надо сказать, понятное дело, что не как в России, здесь все подороже. Вот пирог, например, стоит, хотя нормальные цены, 2500, это 180 рублей, но он большого размера, чебурек тоже где-то 180 рублей примерно. Нормально здесь цены. Здесь также у нас есть пирожные. Здравствуйте. Соленья. Ну, соленья, конечно, уже дорогие, почти по 600 рублей. Большой выбор. Очень любимые русские продукты, которых так не хватало нам все это время, пока мы были на Филиппинах, в Китае. Здесь все есть. И корка, вот смотрите, 55 тысяч вон, это 250 грамм. Это 3000 рублей. Вышли с узких улочек русского района на главную дорогу. И здесь открывается вид на местный культурный центр. Называется он Донгдаемун Дизайн Плаза, сокращенно его еще называют DDP. Сейчас подойдем к нему поближе, осмотрим и расскажем вам про него интересные факты. Это здание спроектировало знаменитое архитектурное бюро Захи Хадид. Также, если вы смотрели наши выпуски из Азербайджана, мы вам показывали тоже культурный центр в Баку Гейдара Алиева. Также его спроектировало это архитектурное бюро. Оно очень красивое, футуристичное. Внутри проходят выставки, конференции. Там много магазинчиков дизайнерской одежды и много еды. Внутрь мы, наверное, заходить не будем, потому что это здание нужно смотреть именно внешне, на его красивые, интересные, космические формы. Мы сейчас немножечко прогуляемся по этому району. Кстати, также многие сюда приезжают еще и в вечернее время, чтобы посмотреть это здание с подсветкой. Здесь можно посмотреть план всего этого здания, где проходят выставки. Также в этом месте находится метро, где объединяются 3 ветки. Мы даже обнаружили план здания для слабовидящих. Вот видите, специальные символы, по которым можно ориентироваться. Сейчас мы проходим небольшие местные магазинчики. Продается очень-очень много книг. Такой книжный развал. Также продаются нашивки какие-то.
До этого мы видели шапки, бейсболки. В общем, небольшие магазинчики, но в основном с книгами. Очень интересно. Не знаю, насколько корейцы читающая нация, но книг прям огромное множество. Мы потихоньку движемся уже к рынку. Очень интересное место туристическое, и все находится недалеко от русского квартала. Около километра мы прошли пешочком. Всю эту дорогу нас сопровождали небольшие палатки. Можно также это назвать рынком, поэтому очень много изделий из кожи, тканевых каких-то вещей. Вот тут собаки, которых в колясках перевозят. Очень популярно, кстати, в Сеуле. Находимся перед самым входом в старейший рынок, который был открыт в 1905 году, и называется он Кванчжан. Друзья, какое-то нереальное количество местных кафешек. Они почти все заняты. Люди сидят на банкеточках небольших, заказывают местные блюда. Какая-то свининка там и сладкая, там и лапшичка, там и какие-то дамплинги. Есть что-то похожее на роллы с овощами. В общем, чего только нет, чего только нет. Узкие проходы, везде люди. Кто-то сидит, что-то выпивает, кто-то пьет безалкогольные соки, которые здесь также готовят. И вот сейчас нам показывают некого осьминога на видео. Что ты об этом всем думаешь? Да, я думаю, что это очень колоритно и здорово, потому что здесь не только туристы, здесь большинство местных, которые пробуют эти явства, много этих палаточек, интересно за них сесть. Мне бы тоже хотелось к ним присоединиться, но пока нет свободных мест. Также мы очень часто видим некую колбасу, похожую на нашу ливерную. Вот видите, она вот здесь вот скручена. И она на многих именно палаточках с едой. Наконец-то мы нашли свободное местечко. Сейчас мы что-нибудь перекусим, нам уже дали меню. Давайте вас ознакомим с ним. Из знакомого, что мы здесь видим, это дамплинги. 5000 вон. Есть что-то типа роллов с овощами, 3000 вон. Вот это местные корейские вот эти вот сосиски, колбаски, наверное, вот из круглых, которых мы видели, нарезанные. Из чего они состоят? Они состоят из риса в основном. Посмотри справа. Ну да, если внимательно посмотреть, вот наши соседи как раз подобные колбаски кушают вот здесь. Также существуют различные супчики, какие-то холодные бобы с лапшой. Чикен, то есть какая-то курочка сладенькая здесь. Гриль пиг, скин, то есть это кожа свиньи на гриле. Вот это вот в маринаде за 7000. Ну, в общем, своеобразное меню. Попробуем дамплинги. Я, видимо, взяла в первую очередь с мясом, хотя их хотел, наверное, больше Кирилл. Надо сказать, что мы взяли с мясом и взяли с кимчи. Со свининой. Вкусные. Вкусно? Да? Но если Тома говорит вкусно, значит свининку надо пробовать, да, потому что Тома на самом деле не очень любит свининку, зато очень любит кимчи. И почему-то ты реально схватила свининку. Так, берем теперь кимчи. Слушай, они такие сытные, я съела один дамплинг, и я практически наелась. А в порции получается 6 дамплингов.
Они тяжелые. Еще мы заказали 6 маленьких роллов. Ну как маленьких? 6 роллов с овощами, посмотрите. Ну, как тебе с кимчи? Очень необычно. Вкусно? Угу. Как, знаешь, с маринованной капусткой. Проделаем тот же самый трюк. Берем один дамплинг. Макаем его в соус, который нам дали. Непонятно, да, соус с чем? Как обычно, знаешь, такой Какой-то кислый, уксусный какой-то, да? Мне он нравится. Ну, начинки очень много. Сытный, да? Очень сытный. Но ты даже не будешь пробовать с картошкой? Попробую с кимчи. Но хочу немного передохнуть, потому что они, правда, получаются большие такие. Немного похожи на хинкали, да, или манты, скорее на манты. Да нет, больше хинкали, потому что здесь не рубленый, Хинкали? а именно как фарш, Да. да. Ролл невозможно по-другому, он огромный. И, знаете, такой рис, морковка, И что-то еще непонятное, что-то похоже на манго. Ну, это нет, это перчик, наверное, какой-то, да? Или капуста какая-то местная. Может быть, не знаю, но вкусно тоже. Берем этот овощной ролл, не знаем, как правильно называется данное блюдо. Будет соус. Макаем соус. Соус это, естественно, не васаби, да, а какой-то светлой консистенции. Но Том говорит, что потом остро было. Неплохо. Неплохо. Вот это вот желтая, на самом деле, капусточка, про которую ранее говорили. Для меня это вообще, она очень вкусная. Вкусная, сладкая, интересный маринад. На самом деле, мне кажется, этот дамплинг с кимчи, он тоже с мясом, тоже с свининой смешан. У меня такое ощущение, что там мясо есть. А знаете, что для меня удивительно, ребят? Мы нигде здесь не видим морковку по-корейски. Я думала, что в Корее будут продавать везде. Ой. Но пока мы видели только в русско-узбекских кафе и в других местах не видели. Да, там эту морковку подают просто бесплатно перед началом вашего ужина. Кстати, с кимчи очень остро. Остро. Ну, нормально. Да. Вышли из-за праздничного стола. Нам это обошлось 8000 вон. Кто-то скажет антисанитария, а мы скажем местный колорит. На самом деле, достаточно все чистенько, все протирают, убирают, моют прямо здесь же, в этих небольших палаточках. Сейчас, возможно, мы еще чем-то немножечко полакаем, совсем чуть-чуть, потому что на самом деле наелись. Теперь мы пришли к палатке с соками. Здесь есть специальные стаканчики, в которых уже размещены фрукты. Можно выбрать любой. Там и киви, там клубника, там банан. Что еще мы видим? Апельсин я вижу, грейпфрут. В общем, различные сочетания. Стоимость 5000 вон. Добавили немножко водички, льда, но остальное все фрукты. И еще немножко сахарного сиропа. Получается неплохо, достаточно вкусно. Взяли из киви, банана и клубники. Также на этом рынке еще увидели одно знакомое для нас блюдо. Это цукини в панировке. Вот сейчас нашли палаточку, посмотрим, сколько это все стоит, и, наверное, возьмем. Потому что для нас, конечно, привычнее все-таки блюда, больше которые мы знаем, нежели корейские, такие прям колоритные блюда. Нежели чем пробовать щупальца осьминога, которые здесь поедает, и который прям так немножко шевелится. Да, там живой, представляете, именно осьминог, его нарезали в тарелочке, полили соусом, а он шевелится. Вот сейчас ребята его едят, я наблюдаю за этим. Да, но мы, пожалуй, лучше цукини возьмем, да? Цукини. Как выяснилось, цукини продается только вкупе с другими какими-то овощами, там и крабовые палочки, еще что-то, то есть некий набор. Поэтому мы решили не брать цукини. Сейчас еще пройдемся, может быть, что-то еще нам приглянется. Но на самом деле идем уже потихоньку к выходу. Вот такое ассорти, друзья, получается: цукини, крабовых палочек, потом вот это местные колбаски. И колбаска похожа на нашу докторскую. Видимо, что-то еще кладут. И вот подобный сет стоит 12 тысяч вон. Называется он ассорти панкейков. Панкейков, да. Вот так это выглядит в тарелке. Вот такой вот ассорти. Фу, друзья, вышли с рынка. Здесь много выходов, входов. Сегодня еще праздничный день, видимо, выходной. В общем, надо отметить, что это, наверное, один из самых колоритных рынков
который мы когда-либо видели. Один из самых многолюдных и колоритных. Проходи вперед, меня толкает. Даже здесь толкает. Уже вроде на улице вышли, уже на главную дорогу, но нет. Напишите, ребята, отважились бы вы покушать на таком рынке? А может быть, у кого-то из вас уже был опыт еды на подобных корейских рынках? Напишите в комментариях. Стоимость входа во дворец всего лишь 1000 вон с человека. При входе также можно взять информационный буклет на русском языке. Здесь есть вся необходимая информация об этом дворце и также его карта. Дворец Токсогун известен своими аккуратно выложенными каменными дорожками, а также зданиями в западном стиле. Одно из таких зданий – это нынешний музей корейской имперской истории.